Всемирный потоп. Миф или реальность? Шумерские и вавилонские легенды, мифы южноамериканских и североамериканских индейцев, предания жителей древних цивилизаций Индии и Китая почти одними и теми же словами рассказывают о величайшей катастрофе, постигшей Землю на заре человечества, всемирном потопе. И во всех этих легендах и мифах присутствует человек, который спас жизнь на планете, построив корабль и собрав на нем людей и животных. В Библии, посвятившей всемирному потопу 4 главы, этого человека зовут Ной, а его спасательный корабль – Ноев ковчег. Что же это за глобальная катастрофа, которая потрясла сознание людей нашей планеты в незапамятные времена? Была ли она на самом деле, или это досужие выдумки? Если была, то каковы ее причины и масштабы? Исследователи всего мира по сей день не нашли однозначных ответов на эти непростые вопросы. В разные времена выдвигалось множество гипотез относительно причин самой глобальной из катастроф, когда-либо случившихся на планете, всемирного потопа. От солидно обоснованных научных теоретизаций до весьма откровенных фантазий. Например, ученые предполагали, что великое наводнение было вызвано падением метеорита-гиганта в воды Мирового океана. Поднявшаяся затем огромнейшая волна прокатилась по всему земному шару. Еще говорили, что потоп произошел из-за встречи Земли с кометой, и это столкновение нарушило водный баланс нашей планеты. Была и такая гипотеза: произошел сверхмощный вулканический процесс планетарного масштаба, следствием которого стало титаническое цунами, затопившее всю сушу. Весьма любопытной является гипотеза американского геолога Рискина. По его словам, причиной всемирного потопа могла стать метановая катастрофа, колоссальный взрыв больших количеств метана, выделившегося из вод Мирового океана около 250 миллионов лет назад. Следует отметить, что автор теории сам признает, что она весьма гипотетична, однако считает ее слишком весомой, чтобы пренебречь. Гипотеза метанового катаклизма, отстаиваемая Рискиным, заключается в следующем. Сначала на определенном историческом этапе по неким геолого-климатическим или иным причинам из донных отложений начал выделяться метан, источником которого могли быть отложения органики или замерзшие гидраты. Под давлением толщи воды газ растворялся, и его концентрация постепенно росла. Далее достаточно было весьма незначительного внешнего вмешательства, чтобы придонные водные массы, насыщенные метаном, переместились к поверхности. Таким толчком, предполагает Рискин, могло быть падение небольшого метеорита, землетрясение или даже, что весьма любопытно, движение крупного животного, например, кита. Вода, перемещаясь к поверхности, больше не испытывала сильного давления и буквально вскипела, высвобождая в атмосферу содержащийся в ней метан. В дальнейшем процесс стал необратимым. К поверхности перемещались все новые водные массы, которые, шипя и пенясь, словно газировка в открытой бутылке, выделяли в атмосферу все большие объемы горючего газа. Вот и все. Осталось ждать, пока концентрация не достигнет критических значений и пока не появится какая-нибудь искра, чтобы все это поджечь. Теоретически, утверждают ученые, воды Мирового океана могли содержать достаточно метана, чтобы обеспечить взрыв по мощности, превосходящий эффект детонации мирового запаса ядерного вооружения в 10 тысяч раз. Это составляет более 100 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Если описываемое явление действительно имело место, катаклизм такого масштаба мощностью даже на 1-2 порядка ниже вполне тянет на конец света. Эта гипотеза, на первый взгляд, действительно кажется весьма нереальной. И тем не менее, она, как и любая другая, имеет сторонников. Некоторые специалисты полагают, что хоть она и эксцентрична, однако
не настолько безумна, чтобы не воспринимать ее всерьез. Так или иначе, но всемирный потоп– это не выдумка. Многие ученые пытаются научно доказать этот довод. Яницкий, руководитель Центра инструментальных наблюдений за окружающей средой и геофизических прогнозов, в книге «Тайна всемирного потопа» пишет: исторический факт всемирного потопа сомнений не вызывает. Слишком много о нем имеется схожей информации в самых различных источниках: археологических исследованиях, сказаниях народов мира, теологической литературе. Все это вместе взятое позволяет воспроизвести общие контуры того случившегося самого грозного природного явления. Несогласованность описаний только в деталях. И если раньше говорилось о давности события в 12,5 тысяч лет, то недавно американские исследователи заявили о том, что всемирный потоп произошел всего 7,5 тысяч лет назад. Но все же не это самое главное, полагает автор. Исследователям прежде всего важно понять физический механизм, при котором возникали, перемещались и сохранялись какое-то время огромные массы воды. Именно непонимание механизма вызывало у ученых полное недоверие к самому факту всемирного потопа. Описание потопа как природного явления дает в своем фундаментальном труде «Следы богов» Хэнкок. По его мнению, крупномасштабный потоп сопровождался сильнейшими землетрясениями и извержениями вулканов. Как пишет автор, характеристики динамики водных масс этого грозного природного явления самые разные. От сравнительно медленного подъема воды в результате таяния снеговых и ледовых покровов, предшествовавшего ледникового периода, отчего звери и люди успевали уходить в горы, скапливались в пещерах и так далее, до мгновенного с высотой волн цунами в 500-700 метров. Последние расшвыривали местами даже мегалитические постройки атлантов, вес монолитов которых достигал сотен тонн. Эта и многое другая информация, как следует из работы Хэнкока, прошла тщательную экспертизу в Американском географическом обществе. В состав экспертов входили многие известные ученые, в том числе Эйнштейн. Заключение однозначно. Эта информация не миф, а научная реальность. Но если на главный вопрос, был ли потоп вообще, в большинстве своем ученые дают положительный ответ, то о масштабах этой катастрофы существуют совершенно различные мнения. Некоторые из исследователей полагают, что они сильно преувеличены, и потоп вовсе не был всемирным, как это сказано в Библии. Свои доводы антибиблейские критики объясняют следующим образом. В Ветхий Завет, утверждают они, легенда о Ное и его ковчеге попала из древних шумерских и вавилонских преданий. В частности, рассказ об этой катастрофе сохранился на глиняных халдейских табличках 21 века до нашей эры. Тогда, 4000 лет назад, население древних Шумера и Вавилонии жило в Месопотамии между двумя реками Тигром и Ефратом. Климат в то время был более влажным, дожди более продолжительными. Возможно, после какого-то очень уж затяжного дождя, в предании шумеров говорится, что тот самый дождь шел 7 дней и 7 ночей, вода в Тигре и Ефрате поднялась и затопила все междуречье. А древние жители Месопотамии считали, что их родина – это весь мир. Потому, заключают ученые, в легендах и появились рассказы о всемирном потопе. Однако противники этой версии утверждают, что схожие с библейским изложением черты были обнаружены не только в древнешумерских и вавилонских повествованиях, но и в легендах многих других народов. Например, те же самые элементы описания глобального наводнения обнаружены в фольклоре североамериканских племен и обитателей Центральной и Южной Америки, в Африке и на Ближнем Востоке, в Азии и в Австралии, а также в фольклоре этнических групп древних обитателей Европы. После того, как это выяснилось, мало у кого остались сомнения, что бытописатель Моисей вряд ли мог предпринимать столь дальние фольклорные экспедиции.
Поэтому Библии нельзя приписывать роль сборника мифов и легенд, заимствованных у соседних народов. Сторонники так называемой библейской версии всемирного потопа полагают, гораздо вероятнее, что память всего человечества хранит рассказ об одном и том же событии. Действительно, практически все народы Земли, имеющие традицию эпического фольклора или почитаемые в этом народе священные тексты, хранят память о гигантском всемирном наводнении. И все обнаруженные предания сохраняют общие основные черты изложения. Вся первоначальная жизнь на Земле уничтожена грандиозным, ни с чем не сравнимым катаклизмом. Вся нынешняя жизнь пошла от одного человека, который, будучи сверхъестественным образом предупрежден о грозящей катастрофе, соорудил специальное судно и пережил потоп на нем вместе со своей семьей. Неудивительно, что в устных преданиях разных народов этот рассказ в различной мере подвергся искажениям, оброс характерными фольклорными элементами. Тем не менее, письменное библейское свидетельство сохранило его в предельной полноте. В Библии повествование о всемирном потопе занимает ключевое место. Не случайно его описанию уделено 4 главы в книге «Бытие», открывающей ветхозаветную часть священной книги. И не случайно сам Иисус Христос говорит о потопе не как о мифе, а как о реальном событии. Какие же процессы реально имели место во время катастрофического события, известного нам под названием библейский потоп? Вот как описывается начало катастрофы в Писании. В 600-й год жизни Ноевой, во 2-й месяц, в 17-й день месяца. В сей день разверзлись все источники великой бездны. Окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Вот как описали бы это же явление геофизики. Непрерывный разогрев недр Земли привел земную кору в напряженное состояние, близкое к критическому. Даже незначительное внешнее воздействие, каковым могло быть как падение крупного метеорита, так и обычная приливная деформация, неизбежно вызывало раскол земной коры. Этому расколу, распространяющемуся со скоростью звука в породе, понадобилось всего 2 часа, чтобы обогнуть всю планету. Под воздействием давления в образовавшиеся разломы источники великой бездны устремились извергаемые породы вместе с перегретой подземной водой. Даже в наше время около 90% продуктов вулканического извержения составляет вода. Согласно расчетам, суммарная энергия этого извержения в 10 тысяч раз превышала энергию извержения вулкана Кракатау. Высота выброса пород составила около 20 километров, а поднявшийся в верхние слои атмосферы пепел привел к активной конденсации и разрушению водно-парового защитного слоя, выпавшего на Землю обильным дождем. Всю же львиную долю всех вод потопа, как полагают некоторые исследователи, составили подземные воды. Общее количество изверженной из недр воды равняется примерно половине водного запаса современных морей и океанов. В Библии говорится, что источники Великой бездны заливали поверхность земли водой в течение 150 дней, в то время как дождь лил всего 40 дней и 40 ночей, заливая землю, согласно произведенным вычислениям, с интенсивностью 12,5 мм в час. Исчезновение естественного парникового покрытия привело к практически моментальному похолоданию в полярных областях планеты и появлению там мощного оледенения. Вмерзшими в приполярные ледники оказались многие представители тропической флоры и фауны. Палеонтологи постоянно находят прекрасно сохранившиеся в вечной мерзлоте останки древних животных и растений. Мамонтов, саблезубых тигров, пальмовых деревьев с зелеными листьями и спелыми плодами и так далее. Однако в результате потопа полного уничтожения жизни не произошло. Согласно Библии, спасаясь от вод потопа,
на борт ковчега вошли Ной, его сыновья Сим, Хам и Иафет, а также жены всех четверых. Как известно, на борт спасительного судна Ной взял и животных, каждой твари по паре. Можно сказать, что популярное сегодня выражение досталось нам в наследство от всемирного потопа. Сегодня ученые всего мира озабочены угрозой нового всемирного потопа. Впервые за 12 тысяч лет ледники Антарктиды начали стремительно таять. Самый крупный из океанских странников достигает площади 5500 квадратных километров, что в 2 раза превышает размеры Люксембурга. Аналогичные процессы происходят и в Арктике. Наша голубая планета вскоре может остаться без ледяной шапки. Еще год назад ученые с беспокойством заговорили о том, что гигантские шельфовые ледники раскалываются под воздействием глобального потепления. В результате часть одного из крупнейших в Антарктике айсбергов сократилась на 3235 километров за 41 день. Руководитель лаборатории, доктор глициологии Воган, заявил тогда, что изумлен скоростью процесса. Просто невозможно поверить, что ледяная глыба весом почти в 500 миллиардов тонн распалась всего за месяц. Ученые выразили опасения, что со временем процесс может ускориться, и тогда угроза нового всемирного потопа станет для человечества вполне реальной. Они оказались правы. Уже через 2 месяца их коллеги из Национального глициологического центра в Сьютленде сообщили о том, что глыбы дают все новые трещины, и многокилометровые айсберги отлетают от них, как щепки. Например, не так давно от одного из ледников оторвался айсберг по площади в 9 раз превышающий Сингапур. Глобальное потепление – не слишком полезный и приятный для человечества процесс, считает профессор Сокольский. Это может существенно изменить климат планеты, грозит разнообразными катаклизмами и в конечном итоге ставит под угрозу выживание биосферы Земли. Уже сейчас из-за раскола ледников возникают трудности с навигацией. Гибнут десятки тысяч животных, многие из которых относятся к редким и вымирающим видам. Прошлогодний дрейф поставил на грань выживания целую колонию императорских пингвинов на мысе Круази. Для выведения потомства этим животным нужен толстый прочный ледяной покров. Но вместо этого бедолаги оказались на снежном крошеве, который не выдерживал их массы. Более половины из них погибли. Естественно, возникает тревога, что же дальше? К сожалению, никаких мер борьбы с разрушительным процессом, кроме более пристального наблюдения и точного прогнозирования, ученые пока предложить не могут. Правда, время от времени возникают экзотические гипотезы, как преодолеть парниковый эффект. Американец Крауф предложил выведение на полюсах огромных масс искусственного льда, а австралиец Капуччи разработал теорию нагнетания холода на определенных участках нашей планеты с помощью морозильных колпаков, наполненных фреоном. Создание таких гигантских холодильных камер обошлось бы человечеству в немыслимую сумму. Однако это еще не предел фантазии. Ученые из Мэрилендского университета недавно сообщили о своем проекте принудительного отклонения курса планеты от привычного вращения, что якобы позволит изменить климат на ней в лучшую сторону. Пока что все эти проекты всерьез никто не рассматривает. Наиболее дешевым кажется ноу-хау уже упомянутого геофизика Яновского. По мнению этого ученого, разрушительные процессы, происходящие в недрах Земли, в том числе феноменально быстрое таяние ледников, имеют прямую связь с нашими мыслями и чувствами. Кстати, в Древнем Китае наместника императора в провинции, в которой происходили разрушительные землетрясения, казнили. Если верить профессору Яновскому, наши дурные поступки и помыслы рождают соответствующую реакцию со стороны природы. Он полагает, что именно неправильное поведение человечества когда-то спровоцировало всемирный потоп. Если люди изменят ход мыслей, будут добрее и терпимее, то беды еще можно избежать.
Конечно, всемирный потоп, постигший когда-то нашу планету, далеко не единственная глобальная катастрофа, которая когда-либо происходила. История, археология, геология и писание донесли до нас массу свидетельств о всевозможных бедствиях, так сказать, местного масштаба. Землетрясениях, извержениях вулканов, цунами, ливневых и паводковых наводнениях, селях и оползнях. Естественно, все эти бедствия в той или иной мере оставили свой след на облике Земли. Однако крупнейшим глобальным катаклизмом в истории нашей планеты остается всемирный потоп. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.